Я же наша говорил, вера... что она у вас разделилась гораздо на большие части. Нет, у нас она не разделилась. То есть, когда многие приходят, ну, представители разных конфессий, журналисты, единственный вопрос, который говорят, а у вас что, вера истинная? Мы всегда отвечаем, нет, у нас изначальная. Истина, она у богов на небесах. А у нас изначалие. Вот то, что наши боги, предки нам оставили, мы то и храним в той чистоте, которая оно и было. Но распространение веры шло вместе с переселениями родов. То есть расселением их. Сначала они с северного материка переселились на территорию, ну, современными понятиями, Западной Сибири, или, как мы говорим, Беловодье. Оттуда они пошли на восток, в Индию, потом в Ирианию, в Иран, Персию. Это одни и те же племена? Да, одни и те же белые племена, которые расселялись. А потом они пошли на запад. Но уже с территории, будем говорить, ну, допустим, Ставропольского и Краснодарского края. Здесь же была страна священных городов, или как многие источники мира называют Великая Скифия. Скифия, то есть от слова скит, поселение с храмами, то есть страна священных городов, или Скития. В древности, во времена семилетней засухи, часть народов переселилась на запад, часть родов отсюда. Греки эти народы называли скифы-сколоты, но сами себя они называли скотты, потомки бояриня-скотиня. То есть они не только хлеб выращивали, но они и занимались животноводством. Это шотландцы теперь, да? Да, и у них был бог-покровитель Велес. И когда они переселились на острова, они назвали свою страну Скотланд, земля скотов. А лучшие пастбища посвятили богу Велесу, и до сих пор это называется Уэльс. Ну, это Шотландия. Да, Шотландия и Уэльс. То есть это вот те часть родов, которые отсюда переселились. А вот эта легенда, или то, что мы говорим арии, какое отношение имеют, скажем так, славянские племена, да, если брать исторический аспект, к ариям? Или это одно и то же? Это можно сказать, ну, одно и то же, но в каком смысле? То есть великая раса, то есть раса вообще переводится как белый человек. Чистые помыслы, чистая совесть, чистое деяние. Она разделялась как бы на 4 народа. 2 даорийцы и харийцы. Они относились к арийцам, а рассеянные светорусы как бы к славянам. Но все равно они составляли единый белый народ. Но это был единый язык, единый уклад, единые правила, единые боги, да? Нет, единые высшие боги, да, но родовые боги у каждого свои. Ну вот я вот читал, да, то есть сказать, я знаю, что Тор, бог Тор, да, Один, это как бы, если вот брать, это норвежские там, ну, скандинавские боги. И не только. Они имели отношение к славянам? Конечно, конечно. Здесь идет, будем говорить, объединение 2 понятий. Одина как патриарха асгардского, живущего на земле, и Одина как бога. То есть, ну, идет как проекция. Проекция. Да. Но во времена второго хорейского похода в Дравидию, или, как сейчас говорят, славянского похода в Древнюю Индию, поход возглавлял Сканд. Поэтому в Индии до сих пор почитают великого Сканда. То есть на уровне бога. И вот после того, как он принес им 2 книги Вед, Самоведу и Адхарваведу, он вернулся в Асгард Ирийский, это нынешний город Омск, он стоит на месте разрушенного Асгарда. И Один его благословил на переселение в западные земли, где земля очистилась ото льда, то есть, ну, ледник отошел. И его вел волх Моиск, или как его веды еще называют Моисий, то есть не Моисей, а Моисий. И это все описано в Ведах? Да. И вот когда они дошли до реки Мутной, волх умер. И Сканд в честь волхва назвал озеро, или как Езер раньше говорили, Моиском завомое. А туда уже князь Славен пришел. И в честь него и река была названа Волхвом. Тогда можно вопрос? Вот вы я еще не закончил. Но Сканд-то пошел дальше. И он пришел на территорию нынешней Швеции, Финляндии, Норвегии. И когда он умирал, он сказал: никуда не уходите с сей земли. Пусть ваши роды здесь живут, а моя душа будет охранять землю сию. Душа умершего по-славянски Навья. И получилось
Скандинавия. Скандинавия. То есть земля, охраняемая душой князя Сканда.